Всю жизнь я был слугой двух господ, потому что, с одной стороны, меня родители в 5 лет привели в музыкальную школу, и я стал заниматься на пианино, на рояле. А с другой стороны, где-то уже в более сознательном возрасте я очень увлекся эстрадой и пошел по стопам своего отца, в общем-то, эстрадного исполнителя, легендарного основателя ансамбля «Самоцветы», который по сей день существует и, в общем, здравствует и очень успешно работает. И так получилось, что вот так мне и приходилось развиваться. С одной стороны, давать большие сольные концерты, с другой стороны, поступать в консерваторию. И с годами, конечно, уже сейчас большой багаж песенный есть, потому что я уже больше 20 лет на сцене, на эстрадной сцене, и записано порядка больше 10 альбомов песенных, и много песен стало достаточно известными. Вот, и где-то вот начиная с 2005 года я очень серьезно увлекся инструментальной музыкой, потому что мне стало тесновато в рамках только песни. Я стал сочинять инструментальные пьесы, стал потихонечку мечтать о том, что буду писать музыку для кино, какие-то другие формы. И, в общем-то, постепенно это привело меня к тому, что в 2007 году у меня вышел альбом «Пианомания» и концерт «Пианомания», который достаточно успешно прошел в Москве. Я дал серию концертов в Театре оперетты. Площадка не такая большая, как Кремль, но это был, в общем-то, эксперимент, потому что была впервые попытка сделать инструментальную музыку зрелищной. И я для этого привлек очень интересного режиссера, который сегодня одно из самых громких имен в режиссуре. Это Дмитрий Черняхов, который поставил, в общем, открытие Большого театра, Руслану Людмилову. Я не знаю, я сам не смотрел, к сожалению. Вот, противоречивые, так сказать, читаю отклики в прессе, но пока сам не посмотришь. Но человек очень талантливый на самом деле, и он предложил интересную форму, и этот спектакль, в общем-то, состоялся. Но так получилось, что «Пианомания» стала не просто альбомом или концертом, а стала целым направлением в моем творчестве, очень большим направлением стало. То есть «Пианомания» – это все, что касается инструментальной музыки. И вот так получилось, что на моем том концерте присутствовали французские продюсеры, которым сама идея визуализации инструментальной музыки очень понравилась, и они захотели этот проект, эту программу привести и вывести в Европу. Но поскольку я исполнял только свою музыку в 2007 году, поэтому французы сказали, что им было бы, как они считают, было бы правильнее, если бы мы сделали шоу гораздо более глобальное по своей подаче, но все-таки на материале классической музыки, потому что меня как композитора пока в Европе на тот момент не знали. И я с этим согласился, потому что на самом деле считаю, что надо использовать в жизни любой шанс, любую возможность. Вот, и мы стали готовить эту программу, потом она там переносилась, но тем не менее в прошлом году во Франции мы дали порядка 40 концертов в 27 городах. Это были тоже такие большие залы, и в Париже у нас был дворец конгрессов, который вмещает 3500 мест. Вот, в Каннах у нас был дворец фестивалей, и в каждом городе было по 2 концерта. Было дневное выступление в 3 часа и в 7 часов вечернее. Вот, концерты прошли с большим успехом, практически при полных залах. И, в общем-то, не все произошло так, как мне хотелось бы с точки зрения промо тех гастролей в Европе. Но тем не менее, я получил бесценный опыт, которым продолжаю делиться. И вот такая великолепная возможность у меня есть поделиться таким опытом 24 ноября. Соответственно, я взял этот проект в свои руки, потому что во Франции он назывался «Симфоник Мания». Вот, и полностью перепаковал его, так сказать, сделал новые видеоизображения на все произведения, добавил частично своих произведений. В общем, в таком обновленном варианте эта программа будет представлена 24 ноября в Кремле. Вот это 3-часовое шоу с перерывом, с антрактом, где-то 1:15 идет каждое отделение, наверное, где представлены самые-самые популярные классические произведения в разных жанрах и плюс несколько моих произведений. Все это в такой масштабной форме, с хорошим светом, с хорошим звуком, с большим симфоническим оркестром, порядка 90 человек.
большим хором, хор и оркестр Новой оперы, балет Гедеминоса Таранды. Они вот сегодня только вылетают из Новой Зеландии, я с трепетом переживаю, как бы они, дай бог, долетели бы вовремя, завтра они прилетают, послезавтра у нас репетиция в Новой опере и прогон, соответственно, и 24-го концерт. Волнение большое, с одной стороны, с другой стороны, в общем, это колоссальная возможность, и я пытаюсь себя настроить на то, что будет звучать великолепная музыка в оригинале, я категорически всегда против различных обработок, классики, по крайней мере, ну, разве что какие-то диджейские, но это уже отдельные жанры, отдельное направление. Вот, я сам буду частично дирижировать в некоторыми произведениях, в основном играть на рояле, какие-то вещи говорить, еще будет актер Сергей Ганин, актер театра Васильева, который будет выполнять роль ведущего, и он будет рассказывать интересные истории из жизни композиторов, из жизни произведений. В общем, такое немножко театрализованное шоу. Новые костюмы у нас мы с Гедеминосом пошили для этой программы. Я планирую эту программу в ближайших планах у меня представить ее вот в полном составе в Астане 4 декабря и в Санкт-Петербурге в начале следующего года. И вообще, конечно, меня не оставляет желание и колоссальное стремление к тому, чтобы эту программу показывать в других городах России. Ну, наверное, в крупных, там, где есть залы, потому что нам нужны большие залы. Вот. Наверное, придется каким-то образом ее сокращать, каким я еще пока не придумал, потому что у нас не используется фонограмма. И, в общем, это шоу, оно построено именно вот на таком, ну что ли, глобальном, масштабном моменте. Еще хочу сказать в заключении, что в начале сентября я на сцене Новой оперы записал эту программу для выпуска на компакт-диск. И этот компакт-диск у меня вышел, вот сегодня, я даже могу вам показать, вот сегодня мы забрали первый тираж, у меня какое-то количество экземпляров есть. То есть самые лучшие произведения из этой программы в количестве 13-14 пьес я выпускаю на этом уровне. Это просто классическая музыка, но я думаю, что не помешает людям лишний раз напомнить. Да, и сказать про цель нужно. То есть цель — это то, что нескучная классика, классика для людей, которые ее в обычной жизни не очень слушают и воспринимают, классика зрелищная, ну вот такой мостик между поп-культурой и классической музыкой. Что конкретно прозвучит? И, как я понимаю, несмотря на то, что это будет звучать, не будет звучать в современных аранжировках, вы все-таки сократили. Да, какие-то вещи. Ну, это первый вопрос. И второй я сразу могу сказать, что, как я понимаю, цель – это возвращение интереса к классике, но мне кажется, что в нашей стране, которая слушает Стаса Михайлова, уже никакая классика не нужна. Ну, я так не считаю. То есть, в любом случае, даже если так, то все равно нужно что-то делать. Я не против того, чтобы слушали Стаса Михайлова. Более того, я с ним хорошо знаком, у нас хорошие отношения. Просто я хочу, чтобы слушали не только это. Понимаешь, Миш? Вот. А что касается произведений и что касается купюр, то купюры минимальные. Ну, например, вот первый концерт Чайковского, который я играю экспозицию, я не играю целиком. Он идет там 4 минуты. Я играю финал второй части Рахманинова. Болеро Равеля, например, 15 минут идет полностью. Арии Пучини идут целиком, потому что они небольшие. Там Щелкунчик, Лебединое озеро, самые там Адажио тоже, они в общем-то, законченные вполне произведения. Вот, увертюра Кармен тоже почти целиком. Поэтому, вот кроме купюр, вот произведения я так примерно перечисляю. Венгерский танец Брамса, Ромео и Джульетта, танец рыцарей Прокофьева, вальс Шостаковича, знаменитый, который во всем мире просто потрясающий хит. Вот, Верди «Застольная», Верди «Хор евреев из Набука», 9-я симфония Бетховена в финале. Вот такие произведения. И во Франции было 2 моих произведения. А здесь чуть-чуть я увеличил свой блок, потому что, ну, как бы люди знают пианоманию, знают инструментальную мою музыку, поэтому я играю Лолу, «Ночь в Мадриде», Стефанию и «Дыши». 4 произведения своих. Спасибо. Еще вопросы? Причем на «Ночь в Мадриде» приезжает специальный испанский танцор фламенко, победитель там всяких фестивалей, и он делает специальный номер. Вот мы еще завтра он прилетает, будем репетировать, потому что, конечно, какие-то вещи еще непонятны. Но я надеюсь, что все сложится. Сейчас предвыборное время,
И политики часто пытаются использовать певцов, композиторов в своих предвыборных целях. Первый вопрос. Задействованы ли вы, играете ли вы в эту игру политическую? И второе, у вас друзья есть среди политиков, крупных бизнесменов? Как вы к этому относитесь? Нет, да? среди Сейчас политиков... пора сенокоса некоторые говорят. Да нет, я не думаю. Вы знаете, годом. на самом деле меняется менталитет людей. Сегодня мне так кажется, что вот раньше, в 90-е годы, когда нужно было поддерживать ту или иную партию, то как-то люди легче к этому относились. Сегодня, как мы видим, интернет так развит, то есть любая, так сказать, такая серьезная поддержка, она бывает даже политической партии боком выходит. Вот, поэтому, мне кажется, сегодня политические партии не очень обращаются к артистам и как-то пытаются действовать более, что ли, интересно и хитро, не знаю. Вот. Я, по крайней мере, никоим образом сейчас не задействован в политической жизни. Но я считаю,